Вот будем сейчас делать забор. То есть тот пролет, вот первый я вам сейчас покажу, последний, то есть который делал. Щели делал вообще миллиметра 2-3. То есть уже подсохло. Как? И сейчас покажу, когда уже давно стоит. Какие щели? Вон первый. Пойдемте посмотрим. Вот, смотрите, какие щели. То есть мизинец, не пролазит мой. То есть, в принципе, он проветриваемый. Ветер у нас тут был, когда после дождя. Достаточно надежно стоит, но всегда есть но. Я переживаю вот этот пролет самый большой, что он шатается. Как бы шатается, это может даже и хорошо, что это амортизирует при ветре. Но все равно охота как-то усилить. То есть сильно надежности, сильно нет уверенности. Если будет сильный ветер, что он как бы выстоит. Может, видно вам будет, нет? Вот он шатается. Я думаю, что я вот здесь зачищу. То есть тут приварено-то квадратное к круглому. Я зачищу, куплю уголки. Я думаю, достаточно этих уголков 40 на 50. То есть здесь уголок приварю к этой поперечине, а вот этот уголок, который с этой стороны будет, я его подобью по трубе и приварю, также обварю. И так со всеми вот этими стыками. То есть нам надо будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 на 4, 36 уголков. И все мы это приварим, у нас будет все надежно. Занимаемся дальше забором, чтобы к нам никто не ходил, на нас никто не смотрел. И мы никого не видели. А так по бензину, если ситуацию рассказать, в городе у нас не осталось 95-го. Так что в Шкоду свою залил 92-й. И молюсь, чтобы мой двигатель, не двигатель, а топливная система не крякнула. Ездить надо все равно. Сколько Шкодой владею, наверное, лет 5-6, скорее всего. Ни разу в нее 92-й бензин не заливал. Так, производим замеры. Сколько нам досок надо для того, чтобы зашить этот пролет? 3 метра. 3 метра, доска 25 на 150. То есть 150 на 25. Соответственно, 20 штук надо подготовить. То есть я сейчас подготовлю 20 досок, напилю их, шлифану. Самое долгое это шлифовать и красить. Прикрутить это 30 минут. Тем более уже если технология есть. Ой, блин. Вот наши доски. Сделал 21 штуку. Потому что 6-метровые на 3 отрезаю. Но все равно они все у меня 2-метровые. Следующий пролет пригодится. Сейчас шлифанем с вами. Шлифую шлифмашинкой. Уже показывал ее. Не реклама. Обязательно одену намордник. Один раз пошлифовал. В прошлый раз без намордника. И думал, сдохну на утро.
И обязательно эту штуку оденем, чтобы меньше пыли было. Вот шлифовал без намордника. И вспомнил то время, когда курил. Просто на утро кашель, отхаркивается всякая дрянь. Так что не курите. Ну, будем такой наждачкой, соточкой. Потому что другой нету, как всегда. Я ведь был готов к работе. Приготовился. Ни хрена не купил. Ну, ничего страшного. Я думаю, мы справимся и соточкой. До этого шлифовал 80-кой. Я думаю, разницы никакой. Вот, так что не курите. И используйте средства индивидуальной защиты. Как на стройке, так и... Все, наконец-то. О! Наконец-то мы их все подготовили. О, 20 штук. Была 21, одну я забраковал. Она там поломанная, не очень будет на заборе. А так вот с этой штукой вообще очень удобно. Когда ей работаете, не забывайте, на нее давить нельзя. Все она сделает сама. Самое главное, скорость подберите. И все. И работать одно удовольствие. Сейчас все смахнем, потому что если будет дождь, то вот это все превратится в кашу. Надо щеточкой обзавестись. Ну, пока ручками. На даче все не усмотришь, что надо, когда понадобится. Тут и так всего навалом, и инструмента, и всего. Пишите в комментариях, чем вам проще шлифовать. Была у меня болгарка, дома ремонт делал, решил, что она у меня супер мощная, купил диски алмазные. И решил сделать штробы. И эта болгарка у меня, ну, за сантиметров 40 сгорела. А сейчас обычную купил без регулировки. Вот доски готовы. Ну, уже дело завтрашнее будет. Дети мне их покрасят. И приделаем. Завтра уже вечером. Так, технология у нас такая. Сейчас вешаем одну доску. И потом к ней мы приделываем другую доску и по ней уже все делаем. Вот у нас так вот выходит доска. Сейчас мы с той стороны сверху пришьем другую доску 4-метровую вот к этой по уровню, и просто буду потом по ней равнять поверху. По низу пофигу, потому что тут будет все у нас трава, либо еще что, либо пропашем здесь. Все ровно по горизонту. Теперь нам надо будет всего лишь по этой доске, по верхней, с расстоянием. Я делаю вот такую пластинку, купил, обрезал ее, вставляю, вот так доску подставляю, один саморез прикручиваю, потом прикручиваю низ по уровню, смотрю, и так 20 досок.
экскурсию пройдем по огороду, по нашему. Ну, травы много, везде много. Сейчас сыра опять будет. В какой раз уже забыл, не считал. Полоть. Вот картошка наша проокучена. Надо опять полоть. Полоть, скорее всего, вручную будем. Ну, посмотрим. Картошку залила опять дождями. Надеюсь, не будет гнилая, как в позапрошлом году. Здесь у нас помидорки. Помидорки есть. Ну, красных еще не было. Тут тоже, вот видите, какой дождь был, что аж замыло все. То есть вымыло прям до геотекстиля. Так, арбузики надо посмотреть, есть, нет. Ну, бочка. Вот растут водоросли. Пойдемте в другую сходим, тепличку. А что, еще был ночью дождь? Ну, картошка даже не высохла за сегодня. Вот наши огурцы, которые всем понравились. Вот это семечко, которое с пустоцветами. Больше тут огурцов, мне кажется, и не будет. Это вот какие-то огурцы покупали на Wildberries. Они были подарочные. И, соответственно, вот 2 семечки. 3, наверное. Или 4. И огурцов. О, огурчик. А больше нету. Ну, а другие огурцы уже растут. Все с ними в порядке. Тут у нас вот что. Теперь надо разделить. Узнать, где арбузик. Кто от какого куста. Потому что у нас тут и арбузик, и дыня. Ну, Ира все найдет. Вот так уже видите. Арбузик у нас вот какой лежит. Ну, в прошлом году вырос килограмма, ну, 3-4. Мы его съели, был сладкий. Как по мне, так вкусно, интересно выращивать арбузы в Сибири. Ну, а так вот травище. Вон мышка пробежала. Надо ловушки поставить. Ну, а там обрабатывал. Я вам показывал в предыдущей серии. То есть вот смотрите, как выгорело. Если нужен препарат, недорогой, не стоит охренительно много, как торнадо там или еще что. Ну и вот результат. Это 2 недели. То есть мне, в принципе, устраивает. Надо еще раз, у меня половина осталась от пол-литра. Еще раз развести, обработать. Не будет у нас травы. Также надо помыть кубышку. Кубышку надо помыть внутри. Я сделал очень большую ошибку, когда сделал дырку в кубышке. То есть даже не закрывал, и она, то есть, была открыта. И она сразу цвела. Ну и вот по истечении 3 лет видите, как она изнутри выглядит. Я ее помою щеткой. Керхера нет пока у меня. Пока не вижу смысла в нем. И потом чехол оденем. Я в прошлый раз, когда приезжали туда, ну, наверное, таблеток 40 развел в ведре хлорки. То есть по 1,5 грамма, это где-то грамм 60 хлорки добавил, чтобы не цвело. Ну и наполнил ее, чтобы по стенкам было проще отшкрябывать щеткой. Вот наш душик стоит. Сегодня будем в нем мыться. Ну, я ее еще пока не опускал. Опущу, сниму бак. Покажу все подробности, как я его сделал, как соединил.
Так, дождь у нас прошел. Прям ужасный. Прям 2 дня будет сейчас дождина. Заборчик у нас стоит. Вот он. Вот досок сколько осталось всего лишь. Надо еще 50, я думаю, даже побольше штук напилить. Напилим, шлифанем. Вон 3 пролетика. И потом будем либо ворота делать, либо у меня имитация бруса. Дом обошьем, затыкаем. Вот видите, дождь бежит. Рытвины такие. Заявку в прошлом году давал на подсыпку дороги. Ну, меня проигнорировали. Начнем их воспитывать, я думаю. Куда без воспитания, тем более администрации. Бассейн у нас зацвел. Надо опять все процедуры делать. Вот смотрите, какая красота. Прям красиво. Душка стоит. В предыдущей серии говорил, что покрасим, но видите, погода не позволяет. Мы на работу еще ходим. Кто-то там у нас в кусту. А, нет, это Ира. Ну, вот так вот по дому видно, да? Видите, какие щели у нас. Дом усох 3 года. Я думаю, он уже уселся. Ну, это... Мы ведь не профессионалы, строим как можем. Имитация бруса 65, что ли, квадратов. В гараже лежит. Вроде посчитал правильно. Вот эта стена всегда мокрая. Это стена бани. То есть тут предбанник у нас. Тут баня. Вот это вот дырка. Это у нас приток воздуха. Камера все за мной следит. Ну, купил. Ну, штука такая бестолковая, если честно. Она постоянно реагирует на фильтр. То есть она его определяет как человек. Надо домик ему сделать, и все будет нормально. Ну, чтобы все сделать, это надо очень-очень много времени. А так, борьба с травой. То же самое, что со снегом зимой. Можно каждый день косить. Пойдемте, вам место покажу. Под будущий туалет. То есть этот туалет мы перенесем. Будет стоять здесь. Еще пока проект не выбрал. Не придумал, так сказать, что будет с туалетом. Ну, планирую, что вот здесь бочку закопаю. 200 литров. Ну, а палубку уберу. То есть тут бетон. Здесь я шпильки приготовил, чтобы насадить брус. Ну, обрезки бруса у меня еще есть. И сделаем туалет. Я думаю, сразу вот с этой стороны будет у нас такая же зона, как здесь. Ну, понятно, только аккуратней. Ну, рукомойничек, чтобы чуть-чуть сделаем козыречек, чтобы можно было посуду помыть, можно было руки помыть после туалета. Ну, такой уличный кайфовый туалетик. Вот такая вон погода у нас. Раньше у нас было всегда жарко. Ну, либо дожди. А сейчас днем жарко, ночью холодно. Знаете, такая степная алтайская погода. Вообще не сибирская. Компостные кучи я сделал позапрошлом году. Сейчас покажу. Вот дождь как поработал. Смотрите, сколько малины валяется. Малина-то большая. У меня рука не маленькая. Пойду и дам. Смотрите, какая вкуснятина. Кабачки у нас не растут. Вон опять все
погнили, завязались. Не знаю, вырастут, нет. У родителей уже, наверное, они им надоели. Ну, у нас с погодой с такой. Вот про этих соседей я вам говорил, что у нас, когда зимой снег тает, к ним наша земля, получается, и вымывается. Бабочки! Чуть не упал. Ну, вот это вот неказистая. Вот это вот. Ну, 2 года назад я ее сделал. Снизу она открывается. В этом году, получается, из нее все уехало в теплицу новую. Вот наша картошка. Вот еще пишите в комментариях, в какой цвет лучше покрасить забор. Обезжирим, да, найдем по оцинковке краску. Ну и покрасим. Ну, это уже будет, наверное, в следующем году. А так ждем опять нового дождика. Так, тут у нас транспортерная лента лежит. Это самоубийство в сланцах. Можно просто сломать себе шею. Завтра продолжим работать. Не будет дождя. Будет дождь, поедем домой перерабатывать ягоду. Огурцы у нас наросли соседями с новыми. То есть вот здесь соседи новые. Участок купили, поделились. Ну, хорошие молодые люди. Приветливые, здороваются. Так рассказывайте, как у вас дела, как у вас с погодой, как у вас на даче. Много делов на этот год, немного делов. На рыбалку тут ездили. Ну как на рыбалку. В душе мы все рыбаки. Но ну я поймал, наверное, уклеек вот таких. Это просто можно вот таких показывать. Штуки 3. Ну, больше хотел уважить сына младшего Диму. Он поймал, наверное, штук 5. Поймал пескаря, поймал чебака. Ну, на удочку, на обычную поплавочную. Так что пока в этом году рыбалка у нас ни о чем. Но мы стараемся и будем дальше стараться. Когда-нибудь вам покажем рыбу большую, пойманную Димой.